Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также постоянных зрителей, своих подписчиков. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Буду я показывать его на таких вот летних ниточках. Напомню, вы берете совсем любые нитки, какие у вас есть, да, демисезонные, зимние и так далее, узорчики универсальные, пробуйте, вяжите. Итак, какие у меня сегодня ниточки? Называются они Yarn Art Violet. Вот такая вот у них упаковочка. Сегодня хочу показать вам узорчик именно в сочетании двух ниточек. Посмотрим, что получится. Итак, называются мои сегодняшние ниточки Yarn Art Violet. В них получается в 50 граммах 282 метра тоненькая ниточка. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. К сожалению, упаковки от оранжевых ниточек нету. Цвет я вам не скажу, но он такой кислотно-оранжевый на самом деле. У белых ниточек цвет получается 1000. И нам здесь советует производитель: берите крючок 2,5 мм. Но я вязала данные ниточки крючком номер 2. Я буду вязать крючком номер 2. А вы смотрите точно так же в своей пряже аннотацию, какой крючок вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. Узорчик сегодня несложный. Ну что, свяжем? Итак, начну с беленькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика получается 8 петелек. Давайте наберем, например, 6 раппортов. Я наберу, да, получается 48 петелек. И одну петельку, чтобы красиво, ровно узорчик закончился, получится 49. Я наберу 49, а вы набирайте, сколько вам удобно, сколько вам необходимо. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 49 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48 и 49. Вот это будет мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, я рекомендую сделать вспомогательный ряд, особенно новичкам, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Точно так же накид в следующую петельку нырнули, точно так же провязали столбик с накидом, накид в следующую петельку и так далее. В следующую, все последующие провязываем столбики с накидом, весь ряд столбики с накидом, чтобы нам просто не запутаться в воздушных петельках, когда будем провязывать узорчик. Смотрите, сами себя контролируйте. Если у меня 49 воздушных петелек, значит должно получиться 49 столбиков с накидом. Вы считаете, сколько у вас было петелек, столько и столбиков. Первые 3 петельки подъема — это тоже имитация столбика с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наша аккуратненькая дорожка из столбиков с накидом. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. И я последний столбик не провязала до конца, оставила на крючке 2 петельки, потому что я хочу здесь присоединить новую ниточку. Если вы провязываете одним цветом, одной ниточкой, то вы дальше продолжаете провязывать до конца столбик с накидом. А я ввожу новый цвет. Смотрите, кто еще не умеет, кто не знает, смотрите. Последние 2 петельки, неважно какого столбика, с накидом, с 2, с 3 накидами, да. Самое главное, последние 2 петельки мы провязываем новым цветом. Оп. И у нас получается, видите, ряд-то закончился белой ниточкой, но в процессе вязания уже появилась вот такая вот моя ярко-оранжевая. Дальше что я делаю? По узорчику воздушную петельку, так, подтянули, получается, беленькую ниточку, поворот делаем, и сюда же, получается, в этот же столбик я провязываю столбик без накида. Есть. Все. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Здесь в столбиках я пропускаю тоже 3 столбика. Раз, два, 3. И в 4-й столбик, так вот делаю накид, нырнула в 4-й столбик. Есть. Далее воздушная петелька. И возвращаюсь сюда же, столбик с накидом.
И у нас получается вот такая вот небольшая рогаточка. Есть. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, опять пропускаю 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик ныряю и провязываю столбик без накида. Угу. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаю 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й провязываю опять такую же рогаточку. Столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? То есть мы, получается, с вами в этом ряду будем чередовать. Рогатка, столбик без накида. Рогатка, столбик без накида. Рогатка, столбик без накида. И так далее до конца ряда. Несложно. Давайте. У вас получится. Угу. Встречаю вас в конце ряда. Так, смотрите, вот наши столбики с рогаточками готовы. Я здесь кончик ниточки отрезала. И здесь буду присоединять новую ниточку. Но это один раз я так отрезала. Это как бы начало нашего процесса. Дальше ниточки отрезать не будем. Я здесь хочу переключиться на новый цвет. Вы можете переключаться, можете нет. Смотрите, опять 2 петельки на крючке оставила. И их я провязываю новым цветом. Так, может быть это белый, может быть каким другим. Может быть и третий цвет присоединять. Подтягиваем вот так вот оранжевую ниточку. Далее, смотрите, по узорчику у меня должно быть 3 петельки подъема. Когда я буду делать петельки подъема, я еще могу параллельно этот кончик спрятать. Смотрите, я вот так вот беру слева направо кончик, направляю, видите, перед рабочей ниточкой и провязываю первую петельку. Раз. Теперь обратно кончик справа налево возвращаю, так, и делаю вторую петельку подъема. 2. Опять слева направо, видите, запутываю ниточку. В этот момент я как бы ее закрепляю. Видите? И третью петельку подъема. Все, ниточка у меня запутана, ниточка у меня закреплена, она уже никуда не денется. Далее, смотрите, делаю поворот. Так. И по узорчику здесь, вы пока просто повторяйте, будет 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть по итогу я набрала здесь 5 воздушных петелек. Кончик, который торчит, нам уже не нужен. И мы можем спокойно его отрезать. Есть. Все, красота, красота. Аккуратно, аккуратно. Итак, теперь смотрите, что мы делаем. Вот у нас получается рогаточка, да? Будем как бы плясать около рогаточки. Вот, я настоятельно рекомендую делать непосредственно в петельку. Желательно в петельку. Ныряем перед первым столбиком рогаточки, вот в арочку, в петельку. И делаем столбик без накида. Далее. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается, вот наша рогаточка. И после рогаточки, помните, воздушные петельки шли в самую первую. Точно так же делаем столбик без накида. Просто когда петелька в петельку, так выглядит аккуратнее. Далее что мы делаем? 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И полностью перепрыгиваем вот эту арочку до следующей рогатки. Поняли? И опять перед рогаткой, получается, ныряем в петельку и провязываем столбик без накида. Над рогаткой 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И после рогатки, получается, после второго столбика, точно так же в петельку, в арочке, который, да, ныряем и провязываем столбик без накида. То есть у нас вот такие вот арочки будут 3 петелек, 3 петельки, 5 петелек, 3 петельки, дальше получается 5 петелек, чтобы перепрыгнуть до следующей рогатки. Итак, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Прыгаем вот перед рогаткой в петельку, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. После рогатки сразу же первая же петелька, столбик без накида. Понятно? Все, вот это вот есть весь ряд, такой легкий. Все. Давайте до конца ряда чередуем 3 петельки, 5 петелек, 3 петельки, 5 петелек. И встречаю вас в конце ряда. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы наши арочки провязали, подготовились, да, что называется. Как мы закончили ряд? Получается, провязываем 2 воздушные петельки, как и в начале ряда. И в начале ряда мы делали 3 петельки подъема, а здесь это будет просто обычный столбик с накидом, вот за последний оранжевый столбик без накида. Далее 3 петельки подъема этим же цветом. Раз, два, три. Поворот. И ныряем вот в эту арочку и провязываем сюда в арочку 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Есть. Далее. Сразу же
не делаем никаких воздушных петелек, присоединяемся вот в маленькую арочку, которая была из 3 воздушных петелек. Провязывайте либо в арочку столбик без накида, либо в центральную петельку столбик без накида, как вам будет удобно. Я провяжу в петельку, а вы смотрите, как вам удобно. Итак, столбик без накида. Далее у нас идет большая арочка, состоящая из 5 воздушных петелек. Вот мы в эту арочку сейчас провяжем 7 столбиков с накидом. Итак, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом, 5 столбик с накидом, 6 и 7. И у нас получается, формируется вот такой вот веерочек, видите? И сразу же этот веерочек присоединяем вот к маленькой арочке, да, либо в арочку ныряете, вот так вот провязываете столбик без накида, либо ныряете непосредственно в петельку, в самую центральную петельку, и провязываете столбик без накида. То есть у нас в начале вот эти 3 столбика, да, и первые 3 петельки подъема, это было бы как пол веерочка, а здесь полный веерочек, 7 столбиков. Все, и так далее. Присоединились к маленькому арочке, получается, столбиком без накида. Дальше идет большая арочка. Опять идут 7 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, 4, 5, 6, 7. И опять присоединились либо в арочку, либо в среднюю петельку столбиком без накида. И так далее. Вот у вас так получится вот такие вот веерочки до конца ряда. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, что-то потихонечку начинает вырисовываться. Да? Итак, наши веерочки закончили. И последний, получается, наш, так скажем, пол арочки было. Да? Мы провяжем пол веерочка, то есть всего лишь только 3 столбика. И 4-й последний столбик, он у нас идет как кромочно, мы его провязали в 3-ю петельку подъема. Но мы провязали с вами 2 ряда, в одну сторону, в другую сторону белыми ниточками. Здесь я хочу поменять цвет. То есть последний столбик я провяжу не до конца, оставлю вот так вот 2 петельки на крючке и подтягиваю свою ниточку. Вы можете присоединять в совсем другой цвет, вы можете продолжать одним цветом. Я вернусь, получается, к оранжевой ниточке. Сильно не тяну, чтобы крайне зажулькать. Аккуратненько подтягиваю и провязываю 2 последние петельки оранжевой ниточкой. Белую подтянуть могу, оранжевую не трогаю. Угу. А то край зажулькает, будет некрасиво. Далее, смотрите, что я делаю. Воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываю столбик без накида. Есть. Но, смотрите, и в следующий, получается, столбик точно так же провязываю столбик без накида. Есть. Далее у меня идут 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Мы переключаемся на наш большой веерочек. Помните, у нас было 7 столбиков. Первые 2 столбика пропускаем, не провязываем. 3-й столбик провязываем столбиком без накида. 4-й столбик провязываем столбиком без накида. 5-й столбик провязываем столбиком без накида. Вот, у нас получилось 3 столбика без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся опять на следующий веерочек. Опять наши 7 столбиков. Первые 2 мы не провязываем. 3-й столбиком без накида провязываем. 4-й столбиком без накида. 5-й столбиком без накида. 6-й, 7-й опять не трогаем. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И точно так же перепрыгиваем к следующему веерочку. Опять 2 пропускаем. И с 3-го провязываем столбики без накида. Понятно? Все. Ваша задача. Вот такая вот арочка, 3 столбика, арочка, 3 столбика, арочка, 3 столбика и так далее до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Понятно? Угу. Все, давайте. У вас получится. Так, закончили наш ряд, да, с арочками и столбиками. Далее продолжаем этой же ниточкой. Здесь же в этом же столбике. То есть, видите, я провязала последние 2 столбика без накида. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сразу же в этот же столбик сюда же провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот ныряем непосредственно, получается, вот у нас 5,
да, петелек, мы в самую центральную петельку, если нет возможности, просто в арочку ныряете, провязываете столбик без накида, либо в центральную петельку, то есть в третью, провязываете столбик без накида. Есть. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся. Вот наши 3 столбика. Раз, два, три. За центральный столбик беремся, провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Сформировалась вот такая вот рогаточка. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся на нашу арочку из 5, получается, воздушных петелек. И либо в арочку провязываете столбик без накида, либо непосредственно в центральную третью петельку провязываете столбик без накида. Угу. То есть мы точно так же с вами вязали самый первый ряд, наш вот этот вот оранжевый. Вспоминаете? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И из 3 столбиков, вот этот центральный, провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Поняли, да? Вот, то есть мы с вами что делаем? Повторяем первый ряд, но, видите, он у нас немножко смещен. Ну и все, а также все то же самое. Все, давайте до конца ряда. Меняете, получается, столбик, рогатка, дальше столбик, рогатка до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, что-то еще больше красиво начинает вырисовываться, да? Опять провязали в одну сторону оранжевой ниточкой, во вторую. И я хочу опять переключиться на первую ниточку, на беленькую. Видите, по узорчику провязываю столбик с накидом, да, и сразу же столбик с накидом без воздушной петельки, точно так же, как начинали ряд. Провязала не до конца, 2 петельки на крючке держу, переключаюсь на белую ниточку, сильно ее не тяну, чтобы край не зажулькать, так, аккуратненько приподнимаю и провязываю последние 2 петельки. Оранжевую я могу подтянуть, белую нет. Все. Итак, дальше у нас идет по узорчику воздушная петелька. Так, делаем поворот. Вот таким вот образом. Сюда же опять я ныряю и провязываю столбик без накида. То есть как бы вот зафиксировал. Дальше 1 воздушная петелька. Здесь всего лишь пока 1 будет. Дальше вспоминайте, у нас после рогаточки, да, мы сразу же воздушную петельку делали столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. То есть мы, когда прыгаем от рогатки к рогатке, мы делаем 5 воздушных петелек. И перед рогаткой, вспоминайте, да, воздушная петелька, мы ее провязываем столбиком без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И перепрыгиваем нашу рогаточку. Вот. Следующая воздушная петелька, мы провязываем столбик без накида. Вспоминаете? У нас сейчас будет арочки. 5 воздушных петелек и 3 воздушные петельки. Для того, чтобы перепрыгнуть к следующей рогатке, мы должны сделать 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Угу. И присоединяемся, получается, к воздушной петельке перед рогаткой столбиком без накида. Раз, два, 3 воздушные петельки. Присоединяемся после рогатки столбиком без накида к воздушной петельке. Угу. Вот. Когда мы вязали, помните, первый белый ряд? Вот точно так же вы провязываете здесь. Несложно. Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, наши арочки готовы. Теперь будем провязывать веерочки. Как мы закончили ряд, точно так же получается перед, ну, гипотетически здесь должна быть рогатка, да, перед рогаточкой столбик без накида. Всего лишь 1 воздушная петелька и в 3 петельки подъема столбик без накида. Ряд закончился. Этой же беленькой ниточкой продолжаем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Далее, вспоминайте, нам необходимо вот в эту нашу большую, получается, арочку сделать 7 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И в маленькую арочку, помните, да? И либо в саму арочку, либо я буду в центральную петельку, провязываем столбик без накида. И опять накид, опять большая арочка, в нее опять делаем 7 столбиков с накидом. То есть поняли, да? Вы повторяете тот же самый ряд, который вы провязывали вот с веерочками. Но у нас здесь получается немножко просто смещен. Тот такой же самый ряд, да? Но видите, смещены. То есть вот у нас веерочки. Пол веерочка, веерочек, веерочек, веерочек. А здесь мы начинаем с полного веерочка. Полный, полный, полный.
Понятно, да? То есть принцип-то несложный. Давайте до конца ряда провязывайте веерочки. В конце ряда я вас еще раз встречу. Так, смотрите, вот что у нас получилось. Вот наши веерочки готовы. И получается, мы в одну сторону провязали белые ниточки, во вторую сторону. И я переключаюсь на новую ниточку. Видите, то есть я в данном случае не отрезаю вообще ниточек, только в самом начале. Итак, последние 2 петельки у меня. Я, получается, провязала в столбик без накида, да? Последний провязываю столбик без накида данного ряда. И вот мои последние 2 петельки. Я переключаюсь на оранжевую ниточку, сильно не тяну. Аккуратненько так раз. Все, переключилась. Белую могу подтянуть. Далее по узорчику у меня идут 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И 2 петельки по узорчику. Раз, два. Далее смотрите, вспоминайте. Там, где у нас были веерочки, мы первые 2 столбика пропускаем, а 3, 4, 5 провязываем столбиком без накида. Помните, да? Раз, два, три. Угу. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перепрыгиваем к следующему веерочку. Первый, второй столбики пропускаем. 3, 4, 5 провязываем столбиками без накида. Раз, два, три. Вспомнили, да? Все. Давайте вот так вот до конца ряда шагаете. Угу. В конце ряда я вас еще раз встречу. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики. И помните, мы делали в самом начале, да, получается, 3 петельки подъема. Мы как бы этим самым выравнивали наш краешек. То есть здесь получается не 5 воздушных петелек, а всего лишь 2. Да, в конце будут. Столбик с накидом будем провязывать. Вот. Последний столбик без накида беленькой ниточки. Так мы как бы наш краешек выравниваем. Угу. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вспоминайте. Там, где у нас было 3 столбика без накида, в центральный столбик мы провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Опять 3 воздушные петельки, и там, где у нас была большая арочка с 5 воздушных петелек, мы либо в саму арочку, либо в третью петельку в центральную провязываем столбик без накида. То есть сейчас мы с вами провязываем самый-самый наш первый ряд, который мы начали провязывать в нашем узорчике. Вот он. Поняли? Вот. То есть вы провязываете, дальше идет только повторение. Угу. Итак, вы сейчас этот ряд провязываете. Дальше переключаетесь, ну, если переключаетесь, да, как у меня, идете, получается, провязываете, готовите арочки, возвращаетесь веерочками. Потом опять провязываете столбики без накида с арочками, возвращаетесь рогаточками. Арочки, веерочки, арочки, рогаточки и так далее, и так далее. Поняли, да? То есть сейчас вот он, ряд, это ваш самый первый этот ряд. Да, узорчик, получается, сам по себе состоит из 2 рядочков. Всего лишь только 2. Раз, два. Дальше повторение. Раз, два. Видите? Ну, как бы из 2 цветов. Раз, два, раз, два. Понятно? К чему все это говорю? Что просто небольшое смещение. Видите? Рогаточки были здесь, теперь рогаточки вот здесь. Понятно? Вот, видите? Теперь опять будут смещаться рогаточки. Все так, все то же самое, повторение. Узорчик несложный. Давайте увеличим его на несколько рядочков. Для тех, кто умеет читать схемку, я схемку приложу, но сразу же предупреждаю, схемка очень мутная, некачественная, но какая есть. Надеюсь, поймете. Бежите, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая красота получается. Красота у нас получается двусторонняя, да, то есть такой вот универсальный узорчик. Вот смотрите, что в итоге получается. Четко видно волны, да, четко видно, где у нас, получается, идут вот наши эти рогаточки. То есть цвет вы можете дополнять любой. Вы можете делать, в принципе, разноцветные волны. Вы можете делать разноцветные вот эти рогаточки. Вы можете делать все одним цветом. Вы можете брать меланжевую пряжу. Вы можете брать секционную пряжу. То есть какую угодно. Можете летнюю, можете зимнюю. То есть если это лето, топики, маечки, да, юбочки. Если это зимние, так скажем, демисезонные шарфики и так далее. Накидочки. Палантин будет классно, кстати, смотреться. Обязательно попробуйте, сохраните себе в копилочку. Понятное дело, что за счет воздушных петелек он будет тянуться. Видите? Тянется, очень хорошо тянется. Очень легкий, очень нежный воздушный из летних ниточек. Так, давайте замерим. Получается, я набирала 49 воздушных петелек. И если это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания, то вот, смотрите,
Я в этот раз, помните, да, делала в прошлых узорчиках кромочные столбики, да, здесь я не делала. То есть вы можете точно так же, если это будет палантин, делать несколько кромочных столбиков, 3, 5, 7 и так далее. Итак, в моем случае это получается, ну, 14,5 сантиметров, да, 49 петелек. И здесь у нас получается, по рядам посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Кстати, заметьте, как удобно заканчивается ряд. То есть вы, получается, провязываете, вот помните, как вот здесь вот 3 столбика, да, без накида, и 5 воздушных петелек. Вот 3 столбика, 5 воздушных петелек, а обратно возвращаетесь, сколько столбиков, вот здесь 3 столбика, провязывайте столбики с накидом. 5 воздушных петелек, значит 5 столбиков. Все, ничего сложного, видите? Все, и ряд, получается, ровно заканчивается. Итак, сколько же это у нас получается, ну, в моем случае, да, в длину. Это получается, ну, вот 14 сантиметров. Вот такой вот образец. Вот такие ниточки, такой образец. Ну, как вам? Кто-то вязал данным узорчиком что-либо? Рассказывайте, если что нам интересно. Если не вязали, подкидывайте в комментариях идеи, что можно связать. Какие ниточки можно использовать, где будет очень интересно смотреться. Смотрите, видите? Даже если с подкладиком вы сделаете, если, например, будет узорчик для платьишка, очень будет интересно. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на плюсик под видео. Так вы сохраните данный узорчик себе в свои плейлисты и можете посмотреть в удобное, любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.